За последний месяц рынок альткоинов упал более чем на 10% и потерял $100 миллиардов своей капитализации. Альткоины, такие как Polygon, Cardano, Polkadot, Dogecoin и многие другие, уверенно продолжают падать, начиная с февраля, и рискуют вернуться к уровням, на которых они торговались в начале этого года, что полностью аннулирует прибыль инвесторов, которые покупали альты в начале 2023. Тем не менее, если посмотреть на биткоин, то даже учитывая последнее крупное падение, его цена все равно остается на 60% выше той, которая была 1 января. Поэтому разумный вопрос, что происходит с альткоинами и почему они падают. Многие скажут, что это обычная коррекция, после которой рынок начнет лететь вверх, и ничего страшного в этом нет. Но какие шансы, что эта коррекция не затянется и не превратится в настоящий медвежий тренд, который мы наблюдали ровно год назад? Собственно, на эти и многие другие вопросы мы ответим в данном видео. Сегодня мы для вас подготовили последние новости рынка альткоинов, которые помогут понять, почему они падают. Также мы разберем движение биткоина, ведь его падение до 26 тысяч очень сильно повлияло на весь рынок. Ну и конечно же в конце мы проанализируем несколько монет с хорошим потенциалом роста, которые можно будет добавить себе в портфель. Вообще главной причиной, из-за которой падает крипта, остается дефолт США, ведь он ставит под угрозу экономику Америки. Я знаю, что многие из вас не верят в дефолт, но опытные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, уже готовятся к затяжному кризису и продает акции на $13 миллиардов. Министр финансов Дженет Йеллен предупреждает о экономической катастрофе, а Дональд Трамп призывает демократов объявить дефолт. Поэтому пока этот вопрос остается максимально важным, мы уже готовим для вас невероятно крутой ролик, в котором разберем, сможем ли мы увидеть первый дефолт США и как он повлияет на крипту. Поэтому чем быстрее под этим видео мы наберем 500 лайков, тем раньше выйдет этот ролик. Мы благодарны всем, кто поддерживает наш канал и ставит лайки. Так что всем приятного просмотра, давайте начинать. Друзья, всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Поскольку сегодня мы будем говорить об альткоинах, то нельзя не вспомнить про сам биткоин, от которого напрямую зависит движение всех монет. И чтобы понимать, в каких случаях альткоины растут или падают, мы для вас сделали вот такую мини-инструкцию, которая поможет вам рассмотреть несколько сценариев влияния доминирования и цены биткоина на альткоины. Она нам понадобится дальше видео, и чтобы вы ее не потеряли и всегда знали, как движение биткоина отражается на других монетах, мы оставили эту инструкцию у нас в телеграм-канале, где также вы можете получать самые актуальные новости рынка и многое другое, поэтому подписывайтесь и сохраняйте ее к себе, чтобы не потерять. А начать хотелось бы с того, что активно повлияло на стоимость биткоина и альтов в последние дни, а именно новые токены BRC-20. Для тех, кто не слышал, токены BRC-20 это некий прототип монеты ERC-20, только не на сети Ethereum, а на биткоине. Из-за BRC-20 разработчики могут майнить и продавать эти токены, используя новый протокол Ordinals. А если посмотреть на статистику этих токенов, то можно увидеть, что их создали больше 14 тысяч штук. Так вот, за короткий промежуток времени вся рыночная капитализация токенов BRC-20 доходила до $1 миллиарда, а объем торгов был на уровне 200 миллионов. Но из-за того, что разработчики начали создавать по несколько тысяч в день этих токенов, комиссия сети биткоина улетела до $30 за транзакцию. И такая картина наблюдалась только на хайпе 2021 года. А пока пользователи боролись с высокими комиссиями и бесполезными токенами BRC-20, майнеры просто шиковали, потому что на всей этой шумихе они зарабатывали по $40 миллионов в день. Но праздник длился недолго, так как комиссия в сети биткоина на сегодняшний день продолжает снижаться и постепенно начинает возвращаться на старый уровень, в результате чего цена биткоина пошла вниз и потянула за собой все альты, которые показали от 5 до 10% падения. Дополнительно в среду был опубликован ИПЦ, после которого крипта ненадолго поднялась вверх, ведь данные показали, что инфляция за апрель упала на 0,1%. Но назвать это прям положительной новостью сложно, ведь базовый ИПЦ никак не изменился и остался на уровне 0,4%, хотя для ФРС важно, чтобы базовый ИПЦ уверенно падал. Такие неоднозначные данные по инфляции снизили доллар, из-за чего криптовалюта начала расти, но когда индекс доллара вернулся на прежнее значение и даже вырос, крипта в это время очень быстро упала, потому что мы получили каскад ликвидации лонг-позиций. Также падение биткоина ниже 27 тысяч было связано с тем, что два крупнейших маркетмейкера, которые создают ликвидность на рынке и уменьшают волатильность биткоина, покинули рынок США из-за давления от
от регуляторов. Эти две компании, Jane Street и Jump Crypto, были крупнейшими маркетмейкерами, но теперь предоставлять ликвидность они не могут. А это, как я уже сказал, влияет на волатильность биткоина, который сильно скачет даже при минимальных объемах торгов. Ну и вишенкой на торте в падении биткоина с 30 до 26 тысяч стали продажи примерно 266 тысяч биткоинов на сумму более 7 миллиардов долларов, которые были куплены с 22 ноября по 23 января, как раз таки в период вот этого дна, и их начали продавать с 1 мая на вот этих максимумах, потому что многие киты и инвесторы приступили фиксировать прибыль. Но даже несмотря на то, что биткоин находится ниже 30 тысяч, его доминирование над альткоинами находится около двухлетнего максимума, а укрепление доминирования биткоина ведет к тому, что шансы на рост альткоинов значительно уменьшаются, ведь изначально весь капитал идет в биткоин, а только потом перетекает в альткоины, когда инвесторы уверены в движении рынка. Сейчас же такого не наблюдается, деньги с альткоинов только уходят, а в биткоин поступают очень медленно. Вот поэтому мы наблюдаем за тем, как монеты, такие как Polygon, падают на 20% с начала месяца, ADA потеряла более 10% за 2 недели, BNB также упал на 10% и многие другие. Но хочу вам сказать, что даже во время падения рынка можно получать прибыль. Ведь на примере того же BNB участники нашей подписки Coin22 Pro заработали от 20% чистой прибыли, благодаря тому, что они вовремя открыли шорт-сделки, которые они получили от команды наших аналитиков Coin22. За долгое время работы подписки Pro наши аналитики предоставили огромное количество прибыльных сделок и продолжают это делать каждый день. А для новичков, у которых есть желание научиться торговать и зарабатывать на крипте, мы предоставляем бесплатное пошаговое обучение абсолютно с нуля. Также все будущие участники, которые прямо сейчас напишут нам по ссылке в описании, получат 30% скидки на подписку Pro. Поэтому присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании и получи первую прибыль уже сегодня. Подробно изучив доминирование биткоина, можно понять, что нам следует быть достаточно осторожными в покупке альтов. Ведь пока многие говорят, что вот это снижение доминирования является прямым сигналом на начало альт-сезона, потому что сейчас доминирование битка падает чисто из-за снижения его цены. А в классическом варианте альт-сезон наступает тогда, когда доминирование биткоина начинает снижаться, но при этом его цена не падает, а просто замедляет рост. Об этом мы, кстати, подробно рассказывали вот в этом видео. Поэтому, отталкиваясь от этой инструкции, в случае падения доминации и цены биткоина, альткоины в лучшем случае будут оставаться стабильными, ну а в худшем упадут, как это происходит сейчас. Ведь многие из них просто копируют движение биткоина. И если вы меня спросите, а что нужно, чтобы альты показали рост, то, во-первых, нам нужна уверенность биткоина. Биткоину нужно пробить 30 тысяч, ведь это основной триггер, чтобы все монеты начали стрелять. А во-вторых, если биткоин пробьет 30 тысяч, скорее всего у альткоинов будет еще одна коррекция, которая приведет капитализацию альтов вот в этот диапазон. А затем, когда биткоин зафиксирует рост до 35, 40 или 42 тысяч, именно тогда альткоины начнут наконец-то лететь вверх. И мы, возможно, увидим настоящий альт-сезон. Так что биткоин должен превысить 30 тысяч, и только тогда доверие к рынку начнет возвращаться. Вообще сейчас альткоины могут столкнуться с еще одним большим падением во время текущей коррекции рынка, ведь многие из них имеют тенденцию к снижению на больших временных интервалах. Например, Matic выходит из 12-месячного медвежьего флага и закрывается ниже годового канала. И лично я начинаю думать, что дела обстоят намного хуже, чем многие ожидают. Также Ethereum, скорее всего, упадет после закрытия ниже недельного восходящего канала, возможно даже ниже $1700. И у BNB ситуация не самая лучшая, потому что он строго падает вниз без каких-либо этапов консолидации и бокового движения, а обстановка с многими другими альткоинами очень похожа. Конечно, грех будет не использовать такое снижение для покупки в долгосрок, поэтому я бы присмотрелся как раз таки в сторону BNB, эфира и, пожалуй, Uniswap. Если с эфиром и BNB все понятно, это базовые монеты, то Uniswap я рассматриваю со стороны DEX биржи, которая стала очень популярна с началом этого хайпа с мем-токенами. А также по объему торгов Uniswap обогнала вторую биржу мира Coinbase, и сейчас Uni торгуется около своего дна, поэтому можно присмотреться к покупке. Кстати, а какие монеты вы планируете покупать на фоне этого падения? Напишите об этом в комментариях, нам было бы интересно узнать. Если посмотреть на движение цены биткоина, то он торгуется выше 26 тысяч, что является самым низким уровнем с 17 марта, и он потерял более 15% по сравнению с пиковыми значениями в прошлом месяце. И такое активное падение произошло, как мы и прогнозировали в этом видео, после пробоя данного треугольника. И с технической стороны биткоин дает мало поводов для оптимизма. Он упал значительно ниже своей 50-дневной скользящей средней в начале недели. Под конец четверга он уже был ниже 27,5 тысяч, а это был уровень поддержки за последние 2 месяца. Также падение в пятницу привело к тому, что биткоин опустился ниже уровня коррекции Fibonacci 61% после пампа от мартовского падения. Простыми словами, мы видим нечто больше, чем просто коррекцию. В таком случае возврат биткоина к 25 тысячам выглядит вполне реальным уже в ближайшие дни. И это в принципе первый уровень поддержки,
который может получить биткоин, потому что он уже один раз спасал его в середине марта, поэтому шансы протестировать его еще раз достаточно высокие, особенно когда времени до 1 июня остается все меньше, а Байден до сих пор не может договориться о повышении госдолга, чтобы не объявлять дефолт. На самом деле никто толком не знает, насколько высокая вероятность, что США придется объявить дефолт 1 июня, но чтобы его избежать, Конгрессу придется поднять уровень госдолга. Вот только республиканцы для этого требуют сокращения расходов, в то время как Байден хочет провести простое голосование в Конгрессе, которое будет касаться только повышения лимита госдолга. Вот поэтому, пока они между собой не договорятся, угроза объявления дефолта остается. С точки зрения влияния на крипту, оно, конечно же, будет скорее негативное и вряд ли сможет поднять биткоин до 30 тысяч. Но все может измениться очень быстро, ведь на следующей неделе нас ожидает еще не одна встреча Байдена с Конгрессом, на которых они будут решать вопрос госдолга. И результаты этих встреч мы уже озвучим в нашем новом видео, которое выйдет после 500 лайков под этим роликом, так что можете поставить его прямо сейчас. Также не забывайте следить за всеми свежими новостями у нас в телеграм-канале, там мы 24/7 на связи, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами мы увидимся уже на следующей неделе, так что всем удачи, до скорых встреч!